Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать этот стильный, модный джемпер, пуловер. Модель имеет несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, она модная, современная, в стиле оверсайз, свободный такой крой, да? Вяжется легко, отдельными деталями, все сшивается в итоге, то есть это классика жанра, да. У нас используется красивый вертикальный узор, затем сочетание плотного вязания и ажурного. В целом очень такое приятное, притягательное впечатление. И, конечно же, еще одно преимущество, такой трендовый, ярко, цвет такой рыжеватый, да, приятный цвет такой, очень модный. Я бы так сказала, подходит женщинам, как блондинкам, так брюнеткам. Очень красивый цвет, приятный. И сегодня я как раз вам предлагаю пряжу, которая практически идеально подходит для данной модели. Давайте всем, если вам понравилась эта модель, более детально рассмотрим вязание. Значит, будем сегодня с вами рассматривать следующие размеры: 42, 44, 46, 48 и 50, 52. У нас будет составляться описание по вязанию такой красоты. Вот здесь очень хорошо, я вам приближаю, узор видно, да? У нас идет центральная большая коса, вернее, два жгута больших, да? Очень интересно дизайнер так придумал, то вот эти маленькие жгутики у нас очень так заканчиваются, идет просто лицевые 4 петли. Ну, в принципе, остроумно. Вот здесь тоже показываю вам, узор хорошо виден. То есть его можно носить как вот так забранном, да, в брюки, так и на выпуск, в принципе. Вот, пожалуйста, на выпуск идет. И вот здесь хорошо видно, как располагается у нас узор, очень хорошо видно. Здесь идет у нас большие жгуты, которые мы будем вязать, маленький жгутик, ажурный узор, совсем легкий, простой такой в виде треугольничков. В общем-то, красивые. Мне нравится, несложный, главное несложный. Вы не будете задумываться, девочки, он очень логичный, этот узор. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы... Ну, то, что вот эти вот, такая фишка интересная, да, задуманный дизайнером, что вот эти жгутики на какой-то высоте заканчиваются, переплетаться и просто идет лицевая гладь, это не обязательно делать, но, в принципе, может быть, даже какая-то, можно считать, изюминкой данного джемпера. Может быть, находка дизайнера, не знаю, так по-хулигански немножко, да. Так, у нас с вами рукавчик тоже здесь после резинки довольно широкий становится. Я тоже сделаю вам прибавочку. Здесь по рукавчику мы пойдем. Ну, в общем-то, здесь явно угадывается скос плеча небольшой. Я его тоже делаю небольшой. Вот, у нас будет спущенное полностью плечо. В принципе, здесь никакая пройма, как вот здесь хорошо видно, не вывязывается совершенно, да. Как начали прямое полотно, так и вяжется. Далее давайте посмотрим. Вот тут здесь тоже хорошо узор очень виден. Ну, в целом, мне очень нравится эта рыженькая красивая моделька. Я с удовольствием бы ее связала. Но поскольку мой канал сейчас работает как бы в проектах таких, поэтому я пока не берусь ничего вязать. Делаю проекты, как задумал работать на канале YouTube, девочки. Я думаю, что мои проекты вам нравятся, и, в принципе, я все доходчиво очень объясняю.
Здесь нет ничего сложного, они, в принципе, очень похожи по стилю вязания, да. Мне нравится дизайн вот этих всех моделей, нравится подход современных дизайнеров, мне нравится. Поэтому я с удовольствием делаю эту работу на канале. Думаю, что вам тоже нравится, раз вы подписаны на меня, интересуетесь. В общем, девочки, листать можно бесконечно. Красивая модель. Я думаю, что она вас заинтересует. Большинство из вас, кто действительно ценит, уважает вязание, сразу почувствует, что в этой модели есть и вкус, и красота, и модная такая стильная, как бы это сказать, стержень, да, модный стильный стержень. Итак, мои хорошие, давайте сейчас приступим к выбору пряжи. Для вязания я выбрала очень хорошую пряжу, не самую дорогую, Yarnart Silk Royal. У нее шикарный состав, у нас 50 грамм 140 метров, и смотрите состав, 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса. Это необычайно мягкая пряжа, вы видите, она имеет немножечко такой блестящий, немного такой блеск, да, ниточка тоненькая, имеет небольшие белесовые такие вкрапления по типу меланжевого эффекта. Вот так выглядит наш образец связанный. Здесь все основные узоры, которые будут у нас с вами компоноваться в определенной последовательности, мы с вами сегодня свяжем. Вот. Несложный, совершенно несложный узор. Схемы я нарисовала, девочки. Я думаю, что никаких вопросов и проблем с вывязыванием этих мотивов у вас не будет. Давайте посмотрим схему узора. Схема узора нашего основного узора — это центральная коса и маленький жгут. Вот здесь у меня отражена. Девочки, центральная коса занимает 18 петель. В нее входит вот это большой жгут с перекрещиванием направо, 2 изнаночные, и жгут также большой с перекрещиванием 8 петель налево. То есть вот это вот отсюда до сюда, это раппорт на 18 петлях. Я буду сегодня, когда более детально мы с вами будем компоновкой узора заниматься, я это еще раз поясню и покажу вам. Далее, мотив на 8 петлях у меня сегодня будет, это 2 изнаночные, жгут на 4 петлях и снова 2 изнаночные. Раппорт. Давайте остановимся на высоте раппортов. Малый жгут у меня занимает высоту 6 рядов. Каждые 6 рядов у нас он чередуется. Большой жгут, вот этот мотив на 18 петлях, высоту у меня занимает 18 рядов. Далее идет повтор. Дальше у нас еще есть ажурный узор. Вот так выглядит схема этого ажурного узора. И здесь у нас с вами условное обозначение, наверное, вам и так понятно. 11 петель ширина мотива, 14 рядов высота мотива, ну, узора, скажем так, на 11 петлях ажурного. Кружочек – это накид. Такой треугольничек прямоугольный. Это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И этот треугольничек зеркальный 2 вместе лицевой с наклоном влево. Пустая клеточка – это лицевая петля, так же, как и в первой схеме. Здесь тоже лицевые петли показаны пустой клеточкой. Так, теперь выкройка. Она уже мелькнула, вот она у нас. Смотрите, выкройка. Здесь нет размеров основных, да? Все размеры я буду озвучивать, как всегда, в расчетной части. Здесь у вас схематичное изображение, чтобы вы имели понятие конструктивно, как выглядит данная модель. То есть она у нас по прямой вяжется, различия выреза горловины. Здесь по спинке нет выреза, я его учитываю. Здесь нет скоса плеча, я его учитываю. У нас будет скос в описании, я заостряю на этом внимание.
Далее, здесь нет планки, я ее учитываю, нижней планки. Все учитывается, мои хорошие, не переживайте, все детально рассмотрим в расчетной части. А здесь просто вам понятно, чтобы было. Все детали вяжутся снизу вверх и раздельно. Спинка, перед и 2 рукава. Все сшивается в итоге. И вот такое описание у нас с вами появляется всегда под видео. Здесь я составляю инструкцию по вязанию для вашего удобства. И все, что мы в расчетной части с вами разговариваем о чем, я здесь, девочки, пишу. Пишу, выкладываю, чтобы вам было понятно. Здесь я описываю, как вы будете делать закругление по вырезу горловины, да? Вот здесь я описываю, как скос плеча у нас формируется. Здесь же я описываю, как скос рукава мы делаем прибавки равномерно с 2 сторон, как сделать расчет скоса, да? То есть кому это новичкам обычно бывает очень интересно послушать, посмотреть. Ну, а если вы опытная вязальщица, для вас это уже не интересно, наверное, вы сами сделаете свой индивидуальный расчет. К тому же у меня всегда под видео есть ссылка на мое видео, где я подробно рассказываю, как я делаю расчет. То есть на примере конкретной модели я об этом говорю, девочки. Очень подробно, очень долго. Это длинное видео. Посмотрите, если вам интересно, если вы новичок. Там все доступно, все понятно. Итак, мои хорошие, а сейчас давайте с вами приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала, девочки, 33 петли на спице номер 3,5. И у нас будет здесь несколько с вами узоров вязаться. То есть у нас будет с вами и большая коса на 8 петлях, и маленькая коса, ну, жгут на 8 петлях, и будет ажурный узор на 11 петлях. И между всеми этими узорами будет по 2 изнаночных, как бы разделительные. Начинаем с вязания большой косы на 8 петлях. Кромочную первую я вяжу лицевой, и далее 2 изнаночных идут. Далее у нас идет 8 петель косы на 8 петлях. Раз. 8 лицевых вяжем в первом ряду. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем идут 2 изнаночные. Затем, как я там намечала, затем идут 4 лицевые, это маленький жгут у нас будет. 4 лицевые, маленький жгут. Снова 2 изнаночные. И ажурный узор, первый ряд на 11 петлях раппорта. Первый ряд ажурного узора, накид делаем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 7 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Связали раппорт ажурного узора на 11 петлях и остались 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Первый ряд связали всех узоров, переворачиваем и вяжем с вами изнаночный второй ряд. Как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. И все четные ряды, которые будут являться изнаночными, мы будем вязать, как смотрят петли, самостоятельно. У нас третий ряд. Вяжем первые 2 изнаночные. В нашей косе на 8 петлях 8 лицевых. Опять 2 изнаночные. И в жгутике у нас 4 лицевые. Опять 2 изнаночные. В ажурном узоре у нас первая идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
Вяжите удобным для вас способом, девочки. Затем 5 лицевых. Делаем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. Ажурный узор связали, остались 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем. 4-й ряд является у нас изнаночным. Вяжем, как смотрят петли, самостоятельно. У нас 5-й ряд узора. Вяжем 2 изнаночные, 8 лицевых жгута нашего на 8 петлях, которые 2 изнаночные. И сейчас в нашем маленьком жгутике будет перекрещивание. Девочки, будем вязать перекрещивание. Давайте, можно направо, можно налево. То есть наш узор по схеме, видите, он подразумевает перекрещивания симметричные, зеркальные. Что в большом жгуте, что в малом жгуте. Поэтому давайте возьмем вот эту левую часть, ее сейчас воссоздадим на своем образце, да. Но имейте в виду, что зеркалица у нас вот эта правая часть будет зеркально левой части. Чтобы не запутаться, имейте это в виду. Вяжется наоборот. Мы вяжем левую часть. Итак, 5-й ряд у нас левая часть, и жгут у нас вяжется следующим образом. Мы делаем перекрещивание 4 петель направо. Меняем петли местами по 2. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Перекрестили их вот так. Поменяли местами, все 4 провязали лицевыми. Затем 2 изнаночные. И далее у нас вяжется наш ажурный узор. Вяжем 2 лицевые накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Раппорт ажурного узора связали, остались 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас с вами 7-й ряд. В 7-м ряду вяжем первые 2 изнаночные, затем 8 лицевых нашего большого жгута, 2 изнаночные, в маленьком жгуте просто 4 лицевые. Опять 2 изнаночные, ажурном узоре вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые и 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Так, переворачиваем вязание и вяжем с вами 8-й ряд, как смотрят петли. У нас с вами 9-й ряд узора. Вяжем следующим образом. Первые 2 изнаночные, затем вяжем в 9-м ряду перекрещивание. У нас, как мы условились, значит, левая часть узора берется, да, и перекрещивание будет на 8 петлях налево. Сейчас в нашем с вами большом жгуте будет перекрещивание 4 петель на, вернее, 8 петель налево по 4. Снимаем все 8 петель. Можно использовать дополнительную спицу, вот такую. Вот. То есть вы снимаете сейчас первые 4 петли на дополнительную спицу и оставляете их перед работой. Следующие 4 за работой провязываете и потом с дополнительной спицы вяжете 4 петли.
я это делаю без дополнительной спицы, мне это не нужно. Я все вот так 8 петель снимаю на правую спицу, первые 4 перед работой, следующие 4 у меня вот за работой остались, да, и я их аккуратно с помощью правой спицы возвращаю на левую. Видите, я перекрестила быстро, без проблем. Чтобы очень сильно не было затянуто вот это полотно вместе перекрещивания, коса была более плоская, можно вязать вот эти петли за работой, которые с накидами, и в изнаночном ряду их распустить. Сделать длинные петли. Смотрите. Вяжем лицевую, накид, лицевую, накид, лицевую, накид. И четвертую опять лицевая, накид. В изнаночном ряду будете их спускать накиды, у вас будут длинные петли. Затем 4 лицевые, которые перед работой теперь у нас. И далее 2 изнаночные пошли. Все, жгутик перекрестили налево. Далее в маленьком нашем жгутике, в 9 ряду, перекрещивания нет, и мы просто вяжем как 4 лицевые. Далее 2 изнаночные. В нашем ажурном узоре вяжем следующие петельки. 4 лицевые. Делаем накид. И далее 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Давайте поменяем первую петлю со второй местами. Вторая должна оказаться поверх первой. Все 3 провяжем одной лицевой, сделаем накид. И остались еще 4 лицевые. Все, раппорт 9 ряда нашего ажурного узора связан. Остались 2 изнаночные, кромочная и изнаночная. 10 ряд вяжем, как смотрят петли, самостоятельно. И смотрите, девочки, хотела бы вам заострить внимание, в 10 ряду я дошла до нашего жгутика с накидами. Хотела показать, если у кого-то будут затруднения, как связать в изнаночном ряду эти накиды. Вяжем первые 4 изнаночные. Это те петли, которые у нас были перед работой, да? А теперь вот эти накиды спускаем, петлю вяжем изнаночную. Она у нас длинненькая получается. Опять накид спускаем, петлю вяжем изнаночной. Снова накид спускаем, петлю вяжем изнаночной. Накид спускаем, петлю вяжем изнаночной. И так 4 ряда. Будет плоское перекрещивание. И далее у нас с вами идут 2 изнаночные, кромочные. И когда вы перевернете на лицо, у вас коса это будет плоская, не такая сильно стянутая, как обычно. Вот, ну такой вот вам хотела я показать вариант вязания. Можно эти накиды не делать, конечно, тогда будет здесь более такое рельефненькое все. Но такой вариант мне больше нравится. Я поделилась с вами вот таким способом вязания жгута. Итак, у нас с вами сейчас идет уже, получается, 11 ряд, да? В нашем ажурном узоре раппорт будет повторяться с 1 ряда. Вот, а здесь получается 11 ряд и вяжем. В нашем жгуте большом нет больше перекрещивания, теперь вяжем 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные. В маленьком жгуте идут перекрещивания у нас, как мы условились, направо. То есть раппорт у нас повторяется, значит, и мы вяжем с вами перекрещивание направо. Меняем местами первые 2 петли за работой, следующие 2 перед работой. Вот так поменяли, провязали, как вот, пожалуйста, 4 лицевые. Так, далее идут 2 изнаночные. В ажурном узоре 11 ряд мы вяжем просто лицевыми. 11 лицевых вяжем. Затем идут 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная.
Вот так. Итак, переворачиваем вязание. У нас с вами 12 ряд. Как смотрят петли, вяжется. У нас с вами 13 ряд узора. Вяжем 2 изнаночные. В большом жгуте 8 лицевых. 2 изнаночные. В маленьком жгуте 4 лицевые. 2 изнаночные. И в ажурном узоре 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 15 ряд. В 15 ряду вяжем 2 изнаночные. В большом жгуте 8 лицевых. 2 изнаночные. В маленьком жгуте в 15 ряду у нас просто лицевые 4 лицевые, да? 2 изнаночные. А вот в ажурном узоре начинается раппорт с первого ряда повторяться. То есть мы вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 7 лицевых по центру, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, связали первый ряд и дали 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Вот таким образом изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 17 ряд вяжем. Вяжем 2 изнаночные. В 17 ряду у нас с вами 8 лицевых в жгуте идут. Затем 2 изнаночные. В маленьком жгутике идет перекрещивание 4 петель. Мы договорились с вами направо, да? И вяжем 4 петли. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами, вяжем как 4 лицевые. Две изнаночные. И в нашем ажурном узоре, это 3-й ряд, вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, по центру 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. Связали раппорт ажурного узора, 2 изнаночные осталось и кромочные тоже изнаночные. Девочки, у нас в жгуте сейчас будет 18 ряд в большом жгуте, и вы будете вязать его самостоятельно, и раппорт узора у нас будет повторяться с первого ряда. То есть большой жгут у нас вяжется в высоту 18 рядов, затем повтор с первого ряда. Я больше показывать не стану, то есть мы с вами все раппорты провязали полностью для большого жгута, для маленького жгута, ажурный узор я вам сказала, да, как вязать, мы с вами полный раппорт, высоту провязали и в ширину соответственно. Вот. Теперь давайте самостоятельно повторяем до нужной высоты. Ну, давайте еще столько же провяжем, то есть еще один раппортик, будем ориентироваться по большому жгуту. Давайте еще провяжем и, в общем, далее сделаем влажную тепловую обработку, чтобы измерить плотность вязания. Отдаем наш образец горячим паром. Он становится очень такой податливый, влажный. И мы его пластично так тянем в разные стороны, аккуратно. Обращаю внимание на крайние петельки, их надо выпрямить, они у нас будут принимать участие в расчете плотности.
Оставляем в расправленном виде сохнуть наш образец. Итак, девочки, для расчета плотности воспользуемся обычной линеечкой и измеряем ширину образца. Как я и говорила, кромочные тоже участвуют у нас в расчете. Итак, ширина у меня 16,5 сантиметров. И мы набирали для образца 33 петли. Давайте 33 разделим на 16,5. Ровно 2. То есть плотность у нас получается по горизонтали в 1 сантиметре 2 петли заполним. Да? Или запишите сразу. Теперь давайте измерим вертикальную плотность. Расчет тоже сделаем. Измеряем длину нашего связанного образца, это 12,5 сантиметров, и надо рассчитать, сколько рядов у нас связано. Итак, девочки, у меня 32 ряда в образце, надо разделить на 12,5 сантиметров и получаем плотность 2,55. Давайте запишем. Итак, я пишу в 1 сантиметре у нас было по горизонтали 2 петли, и по вертикали в 1 сантиметре 2,55 ряда. Сейчас с этими цифрами будем делать расчеты, строить на разные размеры. Смотрим выкройку. Девочки, вот такой я предлагаю использовать. У нас будет выкройка со спущенным рукавчиком. Классический вариант: вяжем все детали раздельно, снизу вверх. И у нас с вами втачивается рукав сюда. Пройма у нас отсутствует. Здесь у нас будет скос плеча. И по вырезу и спинки и переда будет различие. А так все детали вяжутся одинаково. Давайте с вами разберем количество петель поразмерно. На первый размер, российский 42-44, мы будем делать ширину спинки переда 49 сантиметров. В петельном эквиваленте у нас была плотность 2, вы помните, да? Мы умножаем 49 на 2, получаем 98 петель. Второй размер 46-48 российский, 54 сантиметра, умножаем на 2, будет 108 петель. И 59 сантиметров, 118 петель. Это размер 50-52. Длина изделия у нас будет: первый размер 58 сантиметров, второй 59, третий 60 сантиметров. Мерочки эти, конечно же, можно корректировать под свой рост и под свои желания. Давайте теперь сюда. Начинаем вязать с планки резинкой 1 на 1. Затем в последнем изнаночном ряду делаем прибавку 10 петель. То есть у нас идет в наборе на 10 петель меньше для резинки. 88, 98, 108 петель. Да? Поразмерно. Прибавили равномерно 10 петель и вышли вот на эти цифры, которые только что я вам называла. 98, 108, 118. И распределяем узоры. Сейчас будьте внимательны. Здесь я нарисовала, как у нас распределяется схематично узоры. Итак, сразу к нашей схеме обращаемся, да, и я поясняю. 18 петель – это наша коса, большая центральная коса. 18 петель в сумме составляет. Мы вязали с вами только один жгут большой, я его называла на 8 петлях, да. Вот второй я говорила, что он будет зеркальный, да, вот он зеркальный. Вот. И в итоге получается, что еще между ними идут 2 изнаночные. И в итоге получается 18 петель. Составляет этот мотив. На схеме я его изображаю по центру как 18 петель. С двух сторон у меня идет по 8 петель. И это вот этот узор с маленьким жгутом. Смотрите, я его обозначил как 8 петель. Он включает в себя этот мотив. 2 изнаночные, 4 лицевые, маленький жгут наш и 2 изнаночные. Маленький жгут у нас тоже своеобразный. Он у нас в правой части вязания идет перекрещивание налево,
в левой части маленький жгут перекрещивается направо. А здесь наоборот, в большом жгутике. Направо перекрещивается в правой части, налево перекрещивается в левой части. Имейте это в виду, такая особенность. То есть вот у нас центр, да, и вот так у нас с вами все это дело центрируется. Вот это центр узора. Так, что такое 11 на моей схеме? После 8 вот этих вот, этого мотива на 8 петлях, только что вам показала. Что такое 11? 11 это наш ажурный узор. Он составляет 11 петель в ширину. Мы его вязали. Пожалуйста. И теперь все становится логично и понятно, да? Начали с большого мотива на 18 петлях по центру, и от него зеркалится 8 по 8, по 11, опять по 8, по 11. Ну, это легко понять, достаточно взглянуть на саму модель и на как расположены узоры, да? Заканчиваем мы изнаночной, вернее, начинаем изнаночной, заканчиваем изнаночной симметрично, и кромочной с двух сторон у нас с вами идут. В сумме это 98 петель. Таким образом у нас распределились узоры. Для второго размера 46-48 у нас с вами здесь будет следующее распределение. Ну, то же самое, как и в первом размере, да, идут здесь мотивы, но на 10 петель больше. И эти 10 петель мы решаем следующим образом. После нашего с вами вот этого ажурного узора, значит, идет, давайте так, начнем справа, вот как мы вяжем, да, начинаем вязание с кромочной. 4 петли это наш жгут, который вот с этой части идет маленький жгут на 4 петлях, вот такой с перекрещиванием в сторону левую. Вот 2 изнаночные, и далее пошло такое же расположение узоров, как для первого размера я называла. Заканчивается все снова 2 изнаночными и жгутом на 4 петлях, характерно для левой части. То есть перекрещивание у нас жгута идет направо. И кромочные. В сумме это 108 петель. По-моему, легко понять, правда? Для третьего размера расположение узоров такое же, но здесь мы, значит, начинаем с 3 лицевых, затем идет мотив на 8 петлях, это с маленьким жгутом, ну и далее идет такое же расположение, как для первого размера. Ну, здесь все понятно, логически, понятно. Добавились у нас, нигде не участвовали, вот эти 3 лицевые справа, 3 лицевые слева, которые идут крайне правые, крайне левые. И затем по кромочной идут. Это понятно, 118 петель. Получается этот мотив. Так, теперь давайте возвращаемся к выкройке, к вырезу горловины. Значит, у нас будет высота проймы. Первого размера 20, второго 21 сантиметр, третьего 22 сантиметра. Скос плеча, как посчитать его, вернее, значит так, как петли закрывать будем, я описываю под видео в виде текста, не говорю о том, как это сделать, нет смысла. Все прочитайте и так. В каждом втором ряду первый ряд закрыли, затем в каждом втором закрывайте нужное количество петель по размеру, там все расписано. И одновременно у вас средние петли тоже начинают закрываться для формирования выреза горловины спинки. У переда различие лишь в глубине выреза. Здесь оно 10 сантиметров составляет. На какой высоте это все делать, я описываю, будьте внимательны, в тексте под видео. Там идет инструкция у нас по вязанию. Читайте. На вырез горловины у меня приходится в целом 40 петель, 42 и 44 петли по размерам, по нашим. Как считала, смотрите, мерка стоит 10, да, то есть 20 сантиметров на первый размер у нас ширина выреза, и мы умножаем на плотность по горизонтали 2. Получаем 40 петель. И аналогично я считал для других размеров. Все, что осталось в разнице, это петли плеч. Вот я их озвучила. Здесь 29, 33, 37 петель.
по размерам нашим. Остальная вся, как я уже говорила, закругление, вот это все есть в инструкциях под видео. Читайте там внимательно. Теперь возвращаемся, теперь идем к рукавчику. Для рукавчика у нас идет также снизу вверх планка на 10 сантиметров в высоту, резинкой 1 на 1 вяжется. 44, 46, 48 петель набираем по размерам, вяжем резинку. В последнем изнаночном ряду все петли доводим до 58 петель и располагаем узоры следующим образом. Одна кромочная, и наш мотив начинается. Ажурный мотив 11 петель, затем мотив 8 петель, по центру идет наш мотив на 18 петлях и зеркалица 8-11, ну, соответственно, кромочные. В сумме 58 петель. И затем идет прибавка по скосу. Часто возникают вопросы, как правильно рассчитать скос. Дело в том, что прибавки надо делать очень равномерно. Вот. И, во-первых, надо определить, сколько петель прибавлять и как их сделать равномерно. Сейчас я вас научу. Смотрите, девочки, самая широкая часть у нас будет составлять, я уже посчитала, это 80 петель первый размер, 84 второй, 88 петель третий размер. Как считала? Смотрите, у нас вот стоят мерочки нашей проймы, а здесь мы должны просто это все повторить, но в 2 раза больше, да, рукав же у нас в 2 раза шире. Так, и поэтому получается 20 умножить на 2 и умножить на плотность 2. Получается 80 петель, вот отсюда это взялось. Про вертикальную плотность сразу сейчас вам говорю, мы ее считали. Помните, да, в 1 сантиметре у нас было 2,55 ряда. Эту цифру мы будем сейчас активно применять. Смотрите, любой вертикальный размер, если вы читали мое описание под видео, я перевожу сантиметры в ряды. Везде написано сантиметры равно количеству рядов, правильно? И я это делаю не случайно. Дело в том, что после стирки ваше изделие, как правило, сильно вытягивается. Чтобы этого не случилось, необходимо применять вот этот показатель плотности, который мы сознательно считали специально. Вот. И в итоге надо вязать, не измеряя свое вязаное полотно сантиметрами, а считая количество рядов. Тогда это будет правильно связано на ту длину, которую вы, девочки, планировали. Все получится правильно, как планировали. Итак, при моем росте, среднем росте, вот, я взяла длину рукава 46 сантиметров. Возможно, у вас будет другая мерка. Возможно. Я сейчас на примере 46 сантиметров показываю вам, как я делала скос. Да? Вот планка 10 сантиметров, я его вычитаю. У нас она не интересует. Меня интересует вот эта высота. От планки до окончания рукава. Потому что по ней будет идти скос. Я его называю высота скоса. Высота скоса в моем случае 36 сантиметров. 36 сантиметров надо умножить на плотность по вертикали. Вот это число 2,55 ряда. Я сейчас умножу 36 на 2,50. 36 умножить на 2,55. Получается 92 ряда. Всегда берется четное число. 92 ряда. И давайте методом вычисления, вот на примере первого размера. 80 петель в самой широкой части рукава, 58 в самой маленькой узкой части. Да? 80 мы отнимаем 58, у нас получается 22 петли всего прибавить. У нас будет 2 скоса, мы делим на 2. На каждый скос надо прибавить 11 петель. Как их прибавить равномерно? Это легко посчитать. Смотрите, скос, высота скоса у нас только что посчитали 92 ряда. Давайте разделим на 11 петель по скосу. Получим число 8, целое число. Мы будем делать с вами прибавки в каждом 8 ряду.
вот так равномерно, это все легко решается. Я уже посчитала на своих размерах, у меня получилось в каждом седьмом, в каждом шестом ряду первый размер 11, второй 13 и третий 15 петель у меня получилось при моей длине рукава. Возможно, у вас будут другие мерки, но другое количество петель, но я думаю, что вы все равно сможете посчитать этот скос по аналогии, как сейчас объяснила вам я. Да? Так, мои хорошие, в принципе, по скосу петли, которые вы прибавляете, можете включать в узор, а можете их вязать просто лицевыми или изнаночными петлями, как вам угодно. В принципе, там я, например, никогда не заморачиваюсь и вяжу либо лицевую, либо изнаночную гладь, потому что в этой части рукава, как правило, это не играет существенной роли, там узоры не видно, да? Поэтому так не заморачиваюсь. В принципе, все я вам, девочки, рассказала. Желаю вам удачно связать такую красоту. До новых встреч!